Третьи лица в договоре на ремонт и отделку жилья. Причины привлечения этих лиц и их ответственность. Вот о нюансах этой темы мы и поговорим сегодня. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Ну а теперь начнем. В традиционном и общепринятом понимании в рамках договорных отношений по ремонту жилья предусматривается заключение соглашения, в соответствии с которым подрядчик берет на себя обязательство выполнения по заданию заказчика определенных ремонтно-отделочных работ и, следовательно, сдать их результат. В свою очередь, заказчик обязан принять результат выполненных работ и оплатить их. Иными словами, действует двусторонний договор, в котором фиксируется совокупность соответствующих прав и обязанностей. В некоторых случаях для реализации ремонта жилья могут привлекаться третьи лица. Это юридическая категория, под которой в гражданском праве понимается лицо, не выступающее в качестве стороны в обязательстве, однако в силу закона либо соглашения, способное приобрести по нему ряд гражданских прав и обязанностей. Рассматриваемая юридическая категория является достаточно сложной, поскольку ее содержание отличается в зависимости от того, о какой именно отрасли права идет речь. Так, в отличие от гражданского права, в процессуальных нормах третьими лицами являются субъекты, характеризующиеся материально-правовой заинтересованностью в исходе конкретного спора между истцом и ответчиком. При анализе отношения подряда и обращении к вопросам, касающимся заключения и исполнения договора на ремонт жилья, следует помнить о том, что спецификой рассматриваемого соглашения является действие принципа так называемого генерального подряда, и в соответствии с упомянутым принципом подрядчик имеет право привлекать к исполнению соглашения третьих лиц. Здесь, если иное не предусмотрено законом либо договором. При этом подрядчик остается ответственным перед заказчиком за достигаемые результаты работ. В данной ситуации подрядчик переходит в статус генерального подрядчика, а привлекаемые им лица для осуществления как всего комплекса работ, так и отдельных разновидностей относятся к категории субподрядчиков. В результате можно говорить о том, что действующий закон не накладывает запрет на участие на стороне подрядчика нескольких лиц, выступающих в качестве субподрядчиков. В обиходном толковании их также именуют соисполнителями. Как правило, субподрядные организации занимаются выполнением комплекса работ, которые связаны с ремонтом и отделкой объектов. Они отвечают перед генеральными подрядчиками за своевременность, качество, а также соблюдение сметы. В данном контексте речь идет как о непосредственно ремонтно-отделочных операциях, так и о поставке требуемых материалов либо необходимой техники. По этой причине важно иметь целостное и отчетливое представление о правах, обязанностях и ответственности субподрядчиков, то есть соисполнителей. Прежде всего, следует отметить, что важным вопросом при анализе участия третьих лиц в договоре на ремонт жилья является обсуждение наиболее распространенных причин их привлечения. В данной связи принимаются в учет, к примеру, финансовые факторы, хронологические, то есть время, организационные и специализация самих работ. Причины привлечения субподрядчиков можно кратко свести к следующим. Во-первых, это снижение затрат времени и финансов на осуществление задаваемого объема подрядных работ. То есть тут на первый план выступают вопросы издержек. Во-вторых, это повышение качества выполнения работ, относящиеся к узкоспециализированным, то есть требующие специальной квалификации и оснащения в технике. Иными словами, речь идет о четком соответствии профилю субподрядчика, что весьма значимо в организационном аспекте. И третье – это отчетливое соблюдение срока выполнения ремонтно-отделочных работ на каждом этапе и своевременная их сдача благодаря распределению работ среди субподрядчиков, то есть соисполнителей. Субподрядчики активно привлекаются для осуществления специализированных разновидностей ремонтно-отделочных работ, в ходе которых обязательно наличие определенных документов, например, лицензии, сертификаты, допуски, а также должного профессионального уровня работников либо применение особого оборудования и технического инструментария. Все это обуславливает разнообразие причин, в соответствии с которыми подрядчики прибегают к привлечению соисполнителей для выполнения работ.
При участии третьих лиц, то есть субподрядчиков, в договорных отношениях актуализируется проблематика ответственности. То есть речь идет о ситуации, при которой заказчик может предъявлять претензии только генеральному подрядчику, даже в том случае, когда он напрямую взаимодействует с субподрядчиками. Здесь нюансы ответственности заключаются в следующем. Например, при нарушении обязательств по вине субподрядчиков, что впоследствии приводит к неисполнению и ненадлежащему исполнению основного договора с заказчиком, тут ответственным будет являться именно генеральный подрядчик. Если для выполнения ремонтных работ были задействованы субподрядчики и при этом имело место нарушение ограничений, зафиксированных в соглашении, то в такой ситуации заказчик обладает правом требования от генерального подрядчика возмещения убытков, причиненных с участием субподрядчиков при исполнении соглашения. Те убытки, которые были причинены в ходе выполнения подрядных работ субподрядчиками, подлежат взысканию с генерального подрядчика, а не с самих соисполнителей. Для генерального подрядчика предусматривается возможность подачи отдельного иска в отношении субподрядчиков, чтобы взыскать убытки за нарушения, которые оказали негативное влияние на исполнение его договора с заказчиком. С целью максимального результативного взаимодействия заказчика с подрядчиком и третьими лицами при выполнении ремонтно-отделочных работ законодательством предусматривается обращение с требованиями к субподрядчикам. Для того, чтобы у заказчика существовала подобная возможность, в соглашении требуется зафиксировать право заказчика предъявлять к соисполнителям требования в форме претензии, либо другое – это согласие генерального подрядчика на заключение с заказчиком договоров на выполнение отдельных работ с другими лицами, которые будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком. Подводя итоги, следует подчеркнуть, что ключевыми являются вопросы, которые напрямую касаются достижения баланса интересов субподрядчиков, генеральных подрядчиков и заказчиков с целью соблюдения закрепленной в законодательстве свободы договора и надлежащей защиты сторон в случае добросовестного исполнения ими условий по соответствующим соглашениям. В любом случае, решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На этом у меня все, до новых встреч!